Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю об авторе этого канала, которого... Мировой судья признает виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, и назначает административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, Рассказывай. С рождения Леха поймальчиком был. Молодец, Он делал зарядку, уроки учил. хороший мальчик. Президента и маму любил. Что было дальше? В Тамбове что делать, там пьют круглый год. Провинция, что вы хотели? А Леха, представьте, ни грамма не пьет. Примерный мальчик. И законы блюдет. 30 лет, как 0 промилле было в нем. Как же вышло так, что Леха бухой попался за рулем? Бухой он попался ментам за рулем. Действительно, как же так получилось? Под утро в субботу домой Леха мчал. А что делал ночью? В приюте бездомным он суп разливал. Большое сердце. А еще кровь 4 за ночь сдавал. Так вот почему он пошатывался. Кормушки для птичек потом собирал. Добрая душа. С деревьев котят доставать помогал. Молодец. Лекарства от рака изобретал. Насыщенный вечер. Лесные пожары тушить помогал. Я понял, хватит уже! И вдруг жезл увидал. Так. Когда Леха трезвый к сотруднику шел. Какой же еще? Вырабатывать стал организм этанол. Читал про это явление. И Леху подвел эндогенной ферментации синдром. Делает спирт из углеводов. Вот он и наполнил кровь Лехи бухлом. Здравствуйте! Замечательно. Дышите глубже. Какая прелесть. Замечательно. Запомните, слова «рум» и «лишение прав» для вас означают одно и то же. А? Вы меня поняли? До свидания. До свидания, мой мальчик. Ну чё, в общем, права в тот день отдали, до суда я еще типа с ними, но прекрасно понимал, что это лишение 100 пудов. А я еще, что самое обидное, купил мотоцикл вот только что, вот месяца не прошло. Короче, произошедшее перенес стоически и твердо решил, что мне нужно срочно накататься на 1,5-2 года вперед, пока права не закончились. И, успев посетить заполярный север и высокогорный юг нашей необъятной, в конце концов погнал доматывать свои последние законные километры на здоровенный остров посреди Байкала. Ну этот вот, как его? А в этом месте данной драмы вполне мог автор взять и вставить втихаря кусочек зарифмованной рекламы. Эх, жалко, место пропадает зря. Что ж, ладно, перейдем уже скорее к финалу предыдущих 4 частей, где островок, что мог бы быть курортом, объектом станет шатинских страстей. Урочище Песчаное посещено. Алексей Шатин, он же Ездец. В детстве был благовоспитанным мальчиком, но как-то вечером связался с друзьями, начал ходить с ними по барам и покатился. После этого домой на каршеринге. В видео много матерится, о чем честно и предупреждает заранее. Характер сумасбродный, не женат. Ебать, но это начался какой-то фильм ужасов. Короче, есть некая гора для местного населения, по-моему, священная. Называется Жима. И некоторые типа на нее залазили и говорили, что оттуда открывается классный вид. Вроде как подъем доступен обычному смертному. Я сначала у водителя буханки спросил, знает ли он, как проехать на Жиму. И он, блядь, как в фильмах ужасов. Нечего тебе там делать.
Я думаю, нихуя себе. Захожу как называют люди, которые в кафе работают и раздают всем кофе. Ну, не баристы же, блядь, его называть. Короче, владелец некого маленького кафетерия, у которого я взял кофе. Тоже спрашиваю, говорю ему, бля, как в фильмах ужасов, буханист, говорит, нечего тебе там делать. Он говорит, ну, на самом деле и нечего тебе там делать. Была у нас группа на Эверест, которая лазила до этого. Вот у них цель была сходить на жиму. Приехали. И они что-то природа, не природа, поднажрались. Из 9 3 вернулось. Нихуя себе жима. А еще вот достопримечательность. Отсюда вот до сюда асфальт. И 500 миллионов километров вокруг грунта. Я считаю, это чудо света. Вот он, внимание! Пока еду по этому огрызку, быстрая историческая справка. Своим появлением на свет он обязан прямой линией с президентом аж в 2017 году. Действующий. А своей коротенькостью он обязан как подрядчикам, которые решили, что 190 лямов за 600 метров асфальта цена вполне себе в рынке, так и экологам, которые вступились за местную заповедную природу. Но к 2025-му природа как-то стала чуть менее заповедной, и сусликов с нерпами удалось уговорить на 12 километров дороги. А к 2028-му планируют уложить дорог аж на целых 40 километров! Как бы они такими темпами весь остров лет через 10 не раззаповедили и в асфальт не закатали. Мыс Елгай и озеро Ханхой, оно вон там, посещено. Сад камней. Довольно-таки стремительно и скоропостижно посещено. Озеро Шаранур посещено. Спросите, где тут нахуй озеро? Ну, чуть-чуть вот тут, немножечко вот здесь и в основном вот тут. Но, к слову сказать, я читал, что оно к сентябрю вот так вот мелеет. Да, блядь, становится милым. Очень смешно. Нет, мелеет от слова мель, из него исчезает вода. Высыхает, а типа летом, июнь-какой-нибудь август, оно вполне себе вот в пределах. Я не знаю, видно вам или нет, похуй. Но воняет тут знатно, конечно. И вот тут все истоптано неведомыми парнокопытными животными мне. Искакано, испукано. Но и озеро само еще достаточно вонючее. Был бы тут кто-нибудь, мог бы пошутить, что пока я не приехал, тут, бля, и не воняло вовсе. Но, к сожалению, тут никого, кто бы мог так искрометно отхлестать меня кнутом сатиры. Днище, гудбай, о, днище, прощай, тебе пизда, днище, гудбай, Я еду градусов под 40, блядь, точно. Что вы говорите? Я еду градусов под 40, блядь, точно. Теперь хорошо. Держись, только держись. Не, ну шутки шутками, но уклон, достаточный для некоторых треволнений, присутствовал. Так. Стой, Рэф-2. Что это? А это для вас испанское, а для меня самая обыкновенная стыдоба. То, что часть меня безумно хотела из монтажа вырезать, но другая часть, та, у которой голос капитана Смоллета, заявила. Не нравится мне все это, сэр. И что сокрыть этот отрицательно-героический, даже я бы сказал, бздиловатый эпизод, стыд масштабов куда больших. Так что я буду говорить с вами откровенно. Передо мной оказалась не бездна, не топь и не гиблое болото. Передо мной была лужа. И не вполне даже мокрая. Попытка с лету дать полный вперед! Привела к тому, что всю машину понесло в самое вот это вот говно. И два колеса крепко сели на мель. Несколько минут я беспомощно газовал туда-сюда и все-таки кое-как успешно дал заднюю. И тут же дал ее еще раз, обнаружив, что до цивилизации с трактором в случае чего... Сколько тут, километров 20? А до точки всего 1,5. Так что я затолкал неварь в кусты, чтобы не мешать нормальным водителям. Туда же аккуратно сложил свой дух авантюризма и почепалинил дальше на своих двоих. Не понял, сэр. А, да! Кругом! Шагом! Арф!
Ну а пока я тут марширую по проселкам, самое время сказать спасибо моим подписчикам и донатерам на Бусти, которых уже сколько там, капитан? Нас 7 вместе с Зимом! И отдельная, просто гигантская благодарность вот этому человеку, который задонатил... За двоих! Нет, за 4! За 12! За 13! В общем, Джентльмены! снимаю шляпу. И как добавят хейтеры, выкладываю ее потом на YouTube. Вот это вот внезапное нихуя себе. Это получается мужской и женский. Ну, инфраструктурка. А смотрели серию Рика и Морти, где у него на специальной планете был туалет, чтобы какать красиво? Сейчас я вам кое-что покажу. А на берегу стоит некий дом, в котором снимали некий фильм. Некое название некого фильма появится вот тут. Да здесь прям жить можно. Есть печь, кровать. Размещаться можно вообще компанией. Вот здесь можно оставлять друг другу записки. 22-й год, 21-й. Прошлый, кстати, гость в этом здании был чуть больше 2 недель назад. Нихуя себе тут запасы! Да тут все есть для жизни. Газ, чай, кофе, конфеты, крупы. Пожалуйста, добрый вечер, пользуйтесь. Сковородки, прочая утварь. Бухло жалко пустое, средства от комаров, иконы, туалетная бумага, умывальник, халаты. Где карта, Билли? Карта. Ага, так, высокое дерево, направление к северу от острова Скелетов. Здесь в натуре можно жить всегда, и тебя никто никогда не найдет здесь. Если меня когда-нибудь объявят в федеральный розыск... Вы бы знали, как здесь охуенно лежать и слушать море. Нет, я не оговорился, назвав Байкал морем. Просто у меня исключительно феноменальный слух, и оттуда я услышал Каспийское. А вообще, вот эту часть Байкала называют Малое море, так что все по фактам. Само собой, перед поездкой я глубоко изучил историю и географию Байкала и знал эту информацию. А не во время монтажа видоса услышал оговорку и побежал в интернет подтягивать писю к носу. Второй этаж, в принципе, имеется какой-никакой. Утепленный. Это дверь? Черт, тут дверь. Нет, это не дверь. Тачка, пожалуйста, с колесами. Лестница на крыше. Так, это что, сарайчик? Грабли, провод. Поджопник, цепь велосипедный. Какие-то темные экраны. Может быть, на окно? Неведомо. Тут вот баул. Просто баул. Даже имеется будка для некоего грызлика. Пать и диба, а может и дибе, и диба, посещено. А вот тут притаилась баня, к которой смело можно добавить приставку «про-е», потому что пошариться по кустам я не догадался и благополучно ее не заметил. А в кине вот ее хорошо видно. Хотя из следующей сцены непонятно, какую именно ее я имел в виду. Короче, от хижины, от этой прямо какой-то заряд добра, что ли. Какое-то очень теплое чувство внутри. Так там все оставлено, добрые надписи, чисто ухожено. Очень сильно, ебать, обнадеживающая надпись. Непосредственно само озеро Байкал посещено. Я, короче, осознал, что сюда нужно приезжать, прям становиться лагерем и тусить. Это охуенно. Я тут провел, час, наверное. Поел, искупался, а еще бы, если бы вода была теплая. А еще бы, если бы я тут был не один! Вот. Был бы прям кайф. Падь Ташкиней посещено. Че, погнали взад отсюда?
Ну я, кажется, какой-то преступник, а может даже и гангстер получается. Волки позорные, хуй поймайте меня. Джентльмены, ну а теперь мы идем дальше. Я мчался на точку на карте, отмеченную как достопримечательность под названием Древняя каменная стена. Вот это я называю древняя каменная нихуя. Так что древняя каменная нихуя посещено. Было очень достопримечательно, сука. Я ради этой стены такой крюк ебанул. У меня древнее каменное негодование. Так, ну я ехал и просто увидел какое-то дерево огороженное, и мы едем туда. Одинокая степная береза посещено. На вон том стенде, если вы не заметили, а вы не заметили, достопримечательность озаглавливается как «Один в поле воин». Озаглавливается. Очень озаглавливается. Тут все такое озаглавленное, ёбнет, блядь. Так, ну у нас тут еще одни останки древнего каменного нихуя. Я даже, блядь, из машины выходить не буду. Ура, посещено. Всем рекомендую. Во! Так, а вот это там вдалеке остров Огой. Со ступой просветления он посещен, к сожалению, не будет. А связано это с тем, что я не связался заранее с экскурсионным катером. Такая вот неувязка. В общем, пришлось завязать с этой идеей. Так что, все, пока. Так, ну на третий раз мне повезло, потому что Курыканская стена посещено. Ну вот, тоже же древняя, тоже каменная, но, блядь, стена? А вот здесь дорога решила не церемониться и пошла прямо через озеро. Сам момент переезда я, к сожалению, не заснял, потому что руки были заняты штурвалом, но со стороны это выглядело примерно вот так. Раз, два, держать против течения. Озеро Нукунур. Если вы вдруг не смогли найти тут озеро, или вы, например, вообще роботы, не умеете распознавать водоемы, велосипеды, автобусы и прочие светофоры на изображениях, Алексей версии 2023 года с удовольствием поможет вам его обнаружить. Отлично. Теперь вы абсолютно точно поняли, что именно было тогда мной посещено. Я дальше не поехал, потому что дальше бы и не проехал. Там две колеи сходятся вот в такую одну тропинку. Мыс Харин-Ирги, он же Кобылья голова, посещено. А в натуре Кобылья голова, зацените. Похоже. Ласточкин камень или замок, он же Трезубец, посещено. Засим все запланированные мною достопримечательности острова Ольхон посещены. За исключением в начале видео упомянутой горы Жима. Но с ней, я думаю, у нас еще будет отдельный разговор. Ну все, Байкал, покеда. Слушай мою команду! К погрузке приступить! Приготовиться к отплытию речства!
Это все? Не понял, сэр? Да! Нет, не все! Вернув арендованный Ниварь в контору его проката и улетев домой на самолете, я начал готовиться к неизбежному. Справедливому суду! Дело рассматривали по месту моей прописки в судебном участке номер 4 Ленинского района города Тамбова, официальный сайт которого недвусмысленно намекал, с каким именно органом государственной власти мне предстоит взаимодействовать. Осознав масштаб нависшего надо мной правосудия, я предстал перед судом, где выслушал килотонну юридического бубнижа под напудренный нос от мадам судьи и полностью признал вину, за что был щедро вознагражден 1,5 годами отлучения от дорог общего пользования, а также 10 днями до вступления приговора в силу. Далее вернулся в Москву, где с распростертыми объятиями, монтировкой и канцелярским ножом встретил приехавший из Иркутска свой мотоцикл, который возил меня в предыдущих частях, если что. Успел совершить на нем еще одно, самое последнее мини-путешествие ради символичного и образного, не скажу пока чего об этом далее, и прибыл, наконец, в самую финальную для моих прав точку маршрута. Ну, собственно, парам-парам-пам. Все, права сданы, 1,5 годика я их больше не увижу, и завершить эту историю я хотел бы поэтически. По этому поводу у меня есть стих, ради последней строчки которого я давеча перед работкой утречком лупанул 650 километров. Итак, тири-тири, тра-ля-ля, теперь пешочком. Дотошный и внимательный зритель может заметить и сказать, дескать, так, мол, и так, Алексей, ведь населенные пункты, часть названия которых легла в это великолепное стихотворение, находятся близ города Коломна, что всего лишь в каких-то 200 километрах от Москвы, поэтому какие же 650? Нужно было проехать всего лишь 400. Но, как я узнал в тот злополучный вечер и утро, оказывается, Коломна и Калуга, блядь, это разные нахуй города. И поэтому, ребята, 650, а не 400. Итак, господа, Самое время подвести глобальный итог всей этой 5-серийной истории. И мораль тут будет весьма неоднозначная. Я 100 пудов поступил херово, пьяным усевшись за руль, и абсолютно справедливо лишился прав. Признаю себя ослом. И не ищу никаких оправданий. Это раз. Но если бы этого не случилось, то я бы и не подорвался во все эти путешествия, подгоняемые юридическим цейтнотом. А так и продолжал бы бесконечно оттягивать ту самую поездку к корешу в Дагестан, с которой все и началось. Не говоря уже про Териберку, Байкал и Ольхон. Я просто катал бы себе по маршруту работа-дом. Соответственно, и канала бы никакого не случилось. Это 2. Что ж, всякая медаль имеет 2 стороны, нет худа без добра, и бабка надвое сказала. Или это уже не об этом? Ну, не суть. В общем, истина, как всегда, болтается где-то посередине. А к какому краю она ближе, пусть каждый решает сам. Короче, мой автомотосезон де юре и де факто подошел к концу. Упокой, Господи, его душу! И далее у меня было 3 варианта на выбор. Первый. Рвать и метать от того, что на следующие 18 месяцев с ездой по дорогам полный облом. Отчаянно сокрушаться о внезапно выпавшей мне участи и всех тех неприятностях, которые обрушились на голову. Терзаясь угрызениями, пожирающие меня безжалостно обнажившейся совести. Второй. Тихонечко посыпать голову пеплом и сидеть на попе ровно, покорно сложив лапки и смирившись с ролью пешехода. И 3. У нас будет судно. Трелони, вы не умеете держать язык в зубах. Жми лайк, подписку и колокольчик. Это очень важно для продвижения. Буду за такое категорически благодарен. Всем Спасибо за внимание. уже заряжаю очередные видосы в монтаж, так что увидимся в новом сезоне. До свидания, ребята. Лорды, сэры, перы, знайте чувство меры, избегайте пьянства, вы как западни. Ждет нас путь не близкий, и чем крепче виски, и тем короче, сэры, будут ваши дни.